Всем привет! Меня зовут Ольга. Мы наносим декоративные штукатурки, какие-то варианты. И сегодня тоже один вариант, не старый, не новый, что в голову пришло, наносим. Ну и вам это демонстрируем. Мне кажется, он должен быть интересным. Мы будем наносить декоративную штукатурку штука фиброза. Это штукатурка марки Gura Decor Eletta. Она с волокнами. Такая плотненькая консистенция, вот такая. И в ней волокна вот видно. Вот они такие, как волосики торчат. И наносим ее в белом цвете, а дальше будем окрашивать. Наносим ровным слоем, достаточно плотненьким. Предварительно, кстати, стену идеально выравнивать не нужно. Ну, идеально выравнивать, я имею в виду, что шпаклевать, как под покраску, еще что-то такое. То есть более-менее оштукатуренная стена, и можно ее покрыть праймером или кварцгрунтом. И нанести слой такой не толстый, не тонкий. Ну, сколько? Миллиметр пусть будет. Даже, наверное, много. Полмиллиметра, наверное, даже. Внимательно к углам относимся. Не оставляем залысин на углах. И после того, как нанесли небольшой участок, можно с помощью кельмы вот так вот сделать. То есть приподнять ее, припушить. И чем больше, тем лучше. Получается как? Чем толще слой, давайте чуть потолще нанесу, вот. Чем толще слой, тем глубже будут вот эти вот торчащие части. Но нам не надо настолько. Можно немножко не доходить до края, оставлять его нетронутым, чтобы дальше наносить было легче. Как-то постарайтесь сделать так, чтобы не было механизированных вот этих следов. Видите, у меня от кельмы остается. Это можно поправить, убрать и снова припушить. Кельму поворачиваем вправо-влево. Продолжаем дальше по стене. Соединяем штукатурку между собой, два участка, пока она сырая, пока она не высохла. Не нужно бегать, прыгать. Наносить одну стену нужно от начала до конца. Чем толще слой штукатурки, тем выше будет расход. Расход у декоративной штукатурки зависит от толщины слоя ее нанесения. Нанесли слой и с помощью кельмы вот такими вот движениями приподнимаем ершистость. Как это назвать еще? И продолжаем дальше по стене. Слышно в кадре пипик, пипик, пипик. Думаете, что это пипикает? Это наши девочки-менеджеры переписываются с клиентами. Клиенты приобретают штукатурку, получают консультации. И вот эта вот CRM-система сейчас пиликает. То есть идет диалог, подборка, обсуждение, договоренности. И вот это вот вы сейчас как раз, вот опять пипик. Вы можете заказать у нас декоративные штукатурки с индивидуальным подбором. То есть обратиться к нам по ссылкам в описании. И у нас есть консультанты, которые живут этим делом и помогут вам выбрать, рассчитать, подобрать, оформить заказ и все такое прочее. Где не хватает, можно добавить. Например, чувствуете, что маловато? Добавили. Здесь вот маловато.
нанесения нужно немножко подождать, полчасика, дать ей чуть-чуть подстыть. Подождем полчасика и вернемся. После того, как немножко подсохла штукатурка декоративная, нам нужна чистая мягкая кисть. Ну, мягкая, жесткая, не знаю, чистенькая такая кисть. И мы пригладим верхушки, слегка-слегка касаясь кистью. Можно это делать вот такими вот крестообразными движениями. У нас получается такая бугристая фактура. После того, как мы ее пригладим, мы оставим ее сохнуть полностью. Сильно не давим, слегка. Обратите внимание, волокнистая штукатурка как себя ведет. Вот видите, она такая как паутинка, как живая. И на стене это очень красиво должно получиться. Оставляем сохнуть на сутки и вернемся окрашивать. После полного высыхания декоративной штукатурки мы окрасим стену черной краской. Краска на водной основе, ее можно разводить водой, но не до безумия. Вот смотрите, я сейчас слишком жидко это сделала. Ну, 5% можно разводить водой. У меня сейчас она слишком жидкая. Но что, все равно буду уже окрашивать. Как обычная окраска. С помощью валика и кисти. Цвет можно сделать любой, но сегодняшний эффект мы именно сделаем черным, чтобы вам было видно. Для вас, скажем так. Все прокрашиваем, не торопимся. Будем стараться за один раз это укрыть. После высыхания будет видно, нужен ли второй слой краски. Заканчиваем окрашивание стены. Я еще раз уточнюсь, в любой цвет, но в данном случае лучше темный, то есть это может быть бордовый, темно-синий, черный, серый, ну темненький достаточно цвет. Окрасили и оставляем сохнуть, и не переключайтесь, мы его еще завершим. После высыхания краски мы окрасили в черный цвет, мы будем использовать декоративную штукатурку с эффектом песчаных вихрей. Это будет Tempesta di Sabbia в базе белое золото. Мы ее, вот такая у нее оригинальная густота. И мы ее разбавим водой, ну прям 50 на 50 почти. То есть много воды. Жидкая пусть будет. Разбавляем. Ой, много, наверное, налила. Ну сейчас посмотрим. Пусть будет жидко-жидко. И вот это вот жидко-жидко, вот этой жиженькой нужно будет нанести с помощью кисточки по фактуре. Все, перемешалось. Все. С помощью кисточки наносим, хаотично втираем фактуру.
На черном фоне белое золото дает очень красивый переливающийся эффект. Местами в глубине фактуры может быть не прокрас. Это тоже не критично, а наоборот даже красиво будет, я так думаю. Получается ярче золото, местами получается бледнее, и это тоже должно быть красиво. Расход у песочков будет примерно 100 грамм на квадратный метр. И теперь я еще возьму сухую кисть и немножко погоняю песочки. Они вот чуть-чуть подсохли, и я немножко их погоняю. Тем самым верхушки темнеют, а песчинки забиваются в глубину фактуры, и они потом будут как золотистый иней. Если посмотреть поближе, здесь в глубине такой, ну как золотистый, такой бело-золотистый иней. Местами в глубине темная, где пески не попали. Местами вот такой вот красивый эффект. Попробуем вам показать его с разных сторон. В принципе, вот и все. Сейчас, я надеюсь, что понравится. Кому-то на акцентную стену, например, очень даже ничего. Все эти материалы можно приобрести у нас, перейдя по ссылкам в описании. Мы вам поможем рассчитать. Я, наверное, 100 раз это уже сказала, но все равно повторю. Рассчитать, подобрать цвет, оформить все, что нужно. Даже у нас есть экспресс-дизайн, который покажет, как будет выглядеть этот образец в вашей именно комнате. Именно в вашей комнате с котом, с мебелью. Вот если там кот идет, то прям там он и останется. Вы будете это все видеть в режиме реального времени. Обращайтесь, мы работаем для вас и смотрите поближе образец. Всем спасибо и пока.